Торт не нуждается в пропитке, его можно есть сразу, готовится без весов, получается очень нежный. Ну что, поехали! В миску разобьем 2 яйца комнатной температуры. Добавим щепотку соли, 1 стакан сахара. Я советую добавлять полстакана сахара в тесто и полстакана в крем, чтобы не было слишком сладко. 1 стакан кефира. Да, кстати, друзья, емкость стакана 250 мл. 1 чайную ложку ванильного сахара и 3 столовые ложки растительного масла. Все это тщательно перемешиваем. Кто хочет более точный рецепт в граммах, его вы найдете в описании под видео. Далее добавляем муку. Понадобится 1 стакан. Как мы хорошо знаем, муку лучше просеивать. Далее добавим 1 чайную ложку разрыхлителя или пищевой соды. В этот раз я добавила разрыхлитель. И все тщательно перемешиваем венчиком. Он разобьет все комочки. Посмотрите, какое оно получилось гладкое, как на жидкие оладьи. Далее я добавила полстакана кокосовой стружки. Кто не хочет кокосовую стружку, можете не добавлять. Получится просто ванильный бисквит. Тесто готово. Выливаем его в форму. Дно желательно застелить пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 20 сантиметров. Собираем все тесто со стеночек, чтобы ничего не оставалось. Отправляем в предварительно разогретую духовку и выпекаем при температуре 170 градусов около 30 минут. Пока тесто выпекается, займемся заварной основой. 1 яйцо, добавим полстакана сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара и 1 столовую ложку с горкой кукурузного крахмала. Сейчас важно все тщательно перемешать, чтобы не оставалось комочков. Не забывайте про уголки кастрюли. Когда все соединилось и масса стала однородной, добавим 1 стакан молока. Все тщательно перемешаем. Далее поставим кастрюлю на средний огонь и заварим крем. Крем удобнее заваривать ложкой, ею легче проходить по уголкам кастрюли. Вначале он очень жидкий, затем начинает быстро густеть. В этот момент крем берется комочками, это нормально. Продолжайте энергично мешать, тщательно проходя ложкой по дну и стенкам кастрюли, чтобы ничего не пригорело. Через несколько секунд крем соберется в однородную массу. Сделайте минимальный огонь и дайте крему покипеть секунд 20-30. Это уберет вкус крахмала и сделает крем шелковистым. Я добавила в крем 20 грамм сливочного масла и еще раз все тщательно перемешала. А в это время испекся наш корж.
Он получился невероятно ароматным и очень-очень нежным. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Готовность я проверила еще в духовке. Корж постоял в форме минут 10, после чего я прохожусь лопаткой по стенкам, как бы вырезая его из формы. Переворачиваю на решетку. Снимаю бумагу и даю ему остыть. Крем я перекладываю в миску и охлаждаю до комнатной температуры. После чего добавляю 200 грамм творожного сыра. Можно добавить сливочный сыр или отвешенную сметану. И взбиваю до однородной пышной массы. Крем готов. Мой корж подостыл. Я разрезаю его на 3 слоя. Бисквит получается очень нежный и сочный. Он совершенно не нуждается в пропитке. Чтобы слой крема получился равномерным, я использую кондитерский мешок, хотя это делать совсем не обязательно. При таком нанесении бока торта можно не закрывать. Посмотрите, получается очень красиво, но я покажу более стандартный классический вариант. Покроем кремом верх и бока торта. Чтобы добавить некую кислинку, я нанесу тонкий слой апельсинового джема. Опять же, это не обязательно. Посыпем кокосовой стружкой. После чего я сразу разрезаю тортик. Посмотрите, какой он нежный. И это что-то невероятное. Ну и попробуем кусочек. Торт просто тает во рту. Торт не нуждается в пропитке. Его можно есть сразу, готовится без весов. Получается очень нежный. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и всем пока.